Привет всем! Вы на канале Школы Вязания. С вами Екатерина Мушин. В сегодняшнем видео мы свяжем вот такой капюшон, лисичку спицами. Если помните, вот такой кардиганчик я вам предлагала связать. Вот сегодня у нас капюшон. Можно делать так, можно делать вот с глазками и с носиком. Я уже их всех была пришила, но мне заказчица сказала, что без глазок ей нравится больше, поэтому и забрала. Вот так должно было быть с глазками. Фото и те я вам даю. Вот так все симпатично получается. Капюшона я дала два варианта. Вот этот эффект я получу с помощью, можно сказать, интарсии. Вот. Здесь так я чередую цвета нити с рисунком. Вот специально показала, как будет смещение петельки. Вот так на изнанке, видите? Так и мы будем выполнять вот этот капюшон. Значит, на спинке у нас 23 петли, на каждой полочке у нас по 13 петелек. От спинки по центру у нас отходит ниточка, вот так я ее и оставила. Она будет у нас по центру, а с каждой стороны будет белая ниточка. Поэтому я отмотала белую ниточку примерно 20-25 грамм. Вот отдельно 24 грамма, если честно. Так, и буду, вот, наверное, так, чтобы с лицевой стороны, и буду кусочками вязать. То есть, с одной стороны вот эта ниточка, затем по центру у нас рыженькая, с другой стороны вторая. Можно ниточку брать одну отсюда, одну из центра, но тогда она очень будет путаться. Так удобнее. Значит, я начинаю все с левой полочки. Так, горловинку вяжу здесь короткими рядами. Одновременно крайние 4 петельки с каждой стороны закрываю. Короткими рядами вяжу примерно до высоты спинки. Здесь отложить, здесь то же самое. Отложить и вместе тогда все провязать. Так, значит, напоминаю, ниточка у нас Jeans Plus, все 3 цвета, здесь еще и третий цвет, вот он внизу, и там дальше на рукавах он будет. Значит, номера цветов я давала в предыдущем видео. И спицы у нас для вязания 5,0 мм. Таким образом получаем плотность вязания в ширину 17 петель на 10 сантиметров или 1,7 петли в 1 сантиметре. Также я давала вот такую выкройку для разных размеров, выкройка капюшона. Значит, капюшон нужно смотреть на окружность головы, не так на размер, как на окружность головы. Данный капюшон выполняется на окружность головы 50-52 сантиметра. Так, значит, с лицевой стороны начинаю вязать вот эти петельки. Крайние петли, петли поворота нам нужно стягивать, чтобы здесь не было отверстия. Это делается так. Подхватываю петельку нижнюю, одеваю на левую спицу и провязываю 2 вместе лицевой. Вот так, видите? Так, следующую провязываю лицевой. Следующая тоже петелька поворота. Здесь мы вязали короткими рядами, оставляя петельки горловинки. Тоже нижнюю петлю одеваю на левую спицу, провязываю 2 вместе. А дальше я вяжу лицевыми до последних 5 петель. Так, 2, 4, вот 5. Так, из них 4 нужно закрыть, 5-я у нас будет петля закрытия. Так, сначала я их вот так просто пересниму для удобства. Все, вот эти петли отложить пока. Значит, я должна закрыть 4 петельки, закрываю без нити. Снимаю раз петлю, снимаю вторую петлю, первую набросить на вторую. Это закрыта 1 петля. Снять следующую петлю, первую набросить на вторую. Закрыта 2 петля. Снять петлю, первую набросить на вторую, закрыта 3 петля. И снять петлю, первую набросить на вторую, это закрытая 4 петля. Видите, петля закрытия у нас осталась. И ее довязываю лицевой. Вот так. Вот. Так, работу разворачиваем. С изнаночной стороны второй ряд, первую петлю снимаем. Все петельки выполняем лицевыми.
Так, вот. Последнюю тоже лицевой стянуть. И смотрите, здесь до горловинки переда я должна поднять 4 петли. Значит, мы с изнаночной стороны поднимаем, поэтому я вот следующая кромка ввожу, получается, с лицевой в изнаночную сторону и подхватываю петельку. Поднимаю петлю как изнаночную. Вот, одну только. Работу поворачиваем. Так, следующий ряд. С лицевой стороны снять первую петлю. Вяжем в узор, сохраняя узор нижнего ряда. Смотрите, вот это лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть начинаем с лицевой. Одна лицевая, одна изнаночная. Выполняем на всех петлях. Так, изнаночная, кромка получается лицевой. Работу разворачиваем. С изнаночной стороны 4 ряд, снять петлю. Одна лицевая, одна изнаночная. Вяжем на всех петлях. Так, лицевая, изнаночная, лицевая. И прибавляем следующую петлю. Значит, вот со следующей кромки вот так с изнаночной в лицевую сторону ввести спицу и подхватить петельку. Так, уже добавила 2 петли с этой стороны. Так, всего нужно добавить 4. Давайте все 4 провяжем с вами вместе. 5 ряд, первую петлю снять. Вяжем петельки лицевыми. Вот так, каждую лицевой до конца ряда, включая кромку. Есть. Работу разворачиваем. 6 ряд с изнаночной стороны, снять петлю, вяжем петельки тоже лицевыми, каждую лицевой до конца ряда. Так, последнюю лицевой, и со следующей кромки прибавляю следующую петельку, как изнаночную прибавляю. Повернуть вязание. Так, мы здесь уже прибавили 3 петельки. Следующий ряд, первую петлю снимаем. Значит, по рисунку это лицевая, изнаночная, лицевая. Одна лицевая, одна изнаночная. Лицевая, изнаночная. Вяжем на всех петлях. Так, последняя лицевой. Так, работу поворачиваем. С изнаночной стороны снять первую петлю, вяжем лицевая, изнаночная на всех петлях. Так, лицевая, изнаночная, изнаночная, последняя лицевая. И прибавить 4 петельку. Со следующей кромки я добавляю петлю. Вот так. Значит, сейчас мы равномерно добавили 4 петли. Вот так, видите, снова у нас 13 петель. Так, значит, дальше все то же самое нам нужно провязать с другой стороны. Поэтому для удобства эти петельки я просто переснимаю, чтобы использовать вот эти же спицы. Нить не обрезаем, просто отложить в сторону петельки и ниточку. Вот так, видите? Обязательно следующий ряд у нас должен быть с лицевой стороны. Так, все, оставили эти петли. Теперь то же самое выполняем на правой стороне. Так, значит, начинаю с закрытия петель без нити. Снять первую петлю, снять вторую петлю, первую набросить на вторую. Раз, закрыла. Следующую снимаем, первую набрасываем на вторую. 2, закрыла. Снять петлю. Первую набросить на вторую, это я третью петлю закрыла, и снять петельку, набросить первую на вторую. Вот 4 петли закрыла, и петлю закрытия возвращаю обратно. Вот так. Теперь берем второй моточек пряжи, вот он у меня, и конец нити соединяем. Так, начинаю вязать с первой же петли, все лицевыми. Осталось 9 петель. Вот 1, 2, 3, 4,
5, 6. У нас, видите, при повороте нижнюю петельку я подхватываю. Так, нужно ее одеть на левую спицу и провязать вместе лицевой с этой петлей. Вот удобнее вот так переснять каждую, расправить и вместе провязать. Тогда они точно не будут спутаны. Следующую вяжем лицевой. И здесь то же самое. Вот это раз, это два. Вместе провязывается лицевой. Здесь нужно расправлять так, как мы вязали с другой стороны. То есть, если мы подошли с изнанки, было бы как раз супер. Так, значит, провязано у меня 9 петелек. И здесь также вот до этой ниточки я должна добавить 4 петли. Вот раз, два, три, 4. Начиная с вот этой. Вот. Прибавила лицевую. Так, работу поворачиваем. Это был первый ряд на правой стороне. Дальше первую петлю снимаем, второй ряд, возвращаюсь я, все петельки выполняя лицевыми петлями. Вот каждую лицевой до конца. Последнюю также лицевой стянуть все. Поворачиваю. Третий ряд, первую петлю снимаем. Значит, вот эта лицевая, первая, значит, после кромки изнаночная. Чередую одна изнаночная, одна лицевая. Обязательно посмотрите на узор ниже, узор вот здесь, чтобы все сохранилось. Так, здесь провязываю изнаночной и поднимаю вторую петельку. Видите, там оно поднималось вот так, как изнаночная, а здесь я с лицевой в изнаночную сторону. Я их поднимаю как лицевые. Так, повернуть вязание. Четвертый ряд, снять петлю, вяжем 1 лицевая, 1 изнаночная на всех петельках до конца. Так, лицевая. Кромку я всегда буду вязать лицевой, так удобнее. Повернуть вязание. Так, дальше пятый ряд, снять петлю. Здесь рисунок повторяется, значит, все петельки выполняем лицевыми. Так, до конца ряда. Последнюю вяжем лицевой и новую петлю прибавляем. Вот. Работу повернуть. И шестой ряд на изнанке. Снять первую петлю. Все петельки лицевыми. Так, на данный момент мы прибавили уже 3 петли с той стороны. Еще 1 петлю нужно. Так, седьмой ряд. С лицевой стороны снять петлю. По рисунку вяжем изнаночная, лицевая. На всех петлях до конца вяжем. Так, изнаночная, лицевая, последняя изнаночной. И четвертую лицевую прибавить. Вот. 4 петли я равномерно прибавила. И тоже заканчиваю изнаночный ряд. 8 ряд, снять петлю. Вяжу 1 лицевая, 1 изнаночная на всех петельках. Вот полностью. И кромку лицевой. Вот так, видите? Значит, 1 и 2 сторона. Вот. У нас провязаны как будто короткие ряды, как мы вязали в предыдущих наших капюшонах, чтобы здесь красиво вот так пошел капюшончик. Значит, дальше, начиная с 9 ряда, я буду вязать все петельки правой стороны, все петельки спинки и петельки левой стороны вместе. Только каждую часть из своего моточка. Так, 9 ряд, первую петлю снимаем. Вяжу петельки лицевыми. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Всего у нас 13 петель. Одну сняла, 12 лицевых. Так, теперь здесь. Смотрите, от того, как вы будете вязать дальше рисунок, нужно набрать четное или нечетное количество петель. Так, смотрите, вот здесь у меня узор
связан не просто как в узор, а если присмотритесь, смотрите, лицевая, изнаночная, лицевая, а следующий как зеркальная, лицевая, изнаночная, При смещении изнаночная и здесь изнаночная. Так я сделала специально. Предыдущий ряд у меня было именно, что весь узор лицевая, изнаночная шел. Не так красиво получается, как такой вариант. То есть, что рыжий узор будет зеркально белому. Вот именно такой вариант я и хочу. Значит, мы здесь закончили лицевой. Значит, здесь узор должен начаться в лицевой. Если вы хотите, чтобы было как у меня, здесь тоже лицевая, то нужно набрать четное количество петель. А именно у меня 4 петли как раз наберется. Если хотите, чтобы был узор правильный, то есть лицевая, изнаночная, лицевая, то или 3, или 5 петель, смотрите, сколько у вас здесь просится. Значит, я набираю 4 петли. Смотрите, также нити. Всегда после того, как вязала белой нитью, ее отправляем в сторону рыжей, а рыжую в сторону белой. Вот так. Таким образом я начинаю вязать с рыжей, и они между собой, видите, перекрестились. Обязательно нужно перекрещать ниточки. Поэтому я говорила, что если будете вязать с одного моточка, то будет сильно путаться. Так, эти еще оставить. Значит, здесь рыжим цветом нити я должна поднять 4 петли. 1, 2, 3, 4. Вот я себе примерно откуда поднимаю. Нашла. 1, 2, 3. И вот так. Так, здесь. Так нужно смотреть, чтобы они сильно не растягивались. Вот 4. Видите, 4 петельки я подняла. Так. Дальше. Петли спинки. Здесь, кроме поднятых, у меня 23 петли. Сейчас я их провязываю лицевыми. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 петли. Провязала. Так, с другой стороны. Вот. Также поднять 4 петли. Так, давайте вот 1, 2, 3, 4. Вот так примерно. Нет, здесь тоже растянется сильно. Так поднимать, чтобы петельки не растягивались. Вот. 1. Значит, вот это. Ага, здесь конец нити. Вот он. И растягивает петельки. Значит, 2. Вот так 3. И вот так 4. Вот 4 петли я с другой стороны тоже набрала. Значит, всего так 23 плюс 4 плюс 4 это 31 петля именно рыженького у нас цвета. И с другой стороны у нас также 13 белого. Мы должны довязать. Помните, я сказала, что следующий ряд должен быть с лицевой стороны. Вот он. Теперь смотрите, у нас вот 2 нити. Мы довязали рыжую. Отправляем ее, так, чтобы хорошо было видно, отправляем ее в белую сторону. А белую ниточку вот так вот с рыжей стороны. Вот так. Таким образом мы их перекрестили. И довязываю петельки лицевыми. Вот. Каждую следующую петлю я довязываю лицевой. И включая кромку. Вот здесь можно подтянуть. Вот что получилось. Так, давайте теперь я расправлю мотки и посмотрим, что у нас всего на спицах. Так, вот так я расправила, видите? Так, провязываем в обратную сторону, проверяем, нет ли у нас никаких дырочек. Значит, сначала вот этим моточком снять петлю с изнаночной стороны, все петельки выполняю лицевыми. Вот полностью лицевыми каждую петлю. Так, здесь тоже лицевая. Теперь
нам нужно поменять цвет нити. Вот так. Вот это внизу должна быть. Видите, она здесь внизу. Белый цвет нити я отправляю в сторону рыжего цвета, а рыжий поднимаю вверх. Таким вот образом, видите, они между собой перекрестились. Так, продолжаю вязать лицевыми рыжим цветом нити. Белый подтягиваю. Значит, вот эти все петельки со второго моточка провязываю лицевыми. Так, вот довязала до белого цвета. Так, белый должен быть вот так внизу. Рыжий отправляем в белую сторону, белый поднимаем вверх. Вот, перекрестили их также. Стянуть. И довязываю второй ряд белым цветом нити. Все петельки лицевыми до конца ряда. Вот и кромку тоже лицевой. Так, после второго ряда вот так выглядят наши петельки. Значит, и теперь делаем подсчеты. Значит, всего у нас здесь было 31, плюс по 13 с одной и с другой стороны, плюс 13 будет 57 петелек. 57 есть сейчас. Дальше мы возвращаемся к выкройке. Вот выкройка. Выкройка нарисована вот так. Вот эта ширина капюшона должна быть 21 сантиметр в эту сторону, 21 во вторую сторону. Так, значит, 57 себе запомнили. 21 плюс 21, значит, полностью должна быть 42 сантиметра. В петлях умножаем на плотность вязания. 1,7 петли в 1 сантиметре. Это 71 петля. Так, 71 плюс 2 кромки добавляем обязательно. Это 73 петли. Значит, 73 нам нужно, 57 у нас есть. Минус 57. Это 16 петель нужно прибавлять. Прибавлять петельки я буду по центру капюшона. Всегда по центру, там удобнее, как раз голова. Так, и так идут прибавки. Значит, для этого должна выделить центральные 3 петли. Для этого беру 2 маркера. Значит, здесь 31, так? Высчитываем 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Вот 3 петли центральных. Вот я их отметила маркерами. Значит, прибавлять петельку буду в каждом втором ряду, то есть в каждом лицевом ряду, с каждой стороны от маркера. Таким образом, я за 2 ряда прибавлю 2 петли, и всего 8 раз прибавка мне нужно будет выполнить. Вот сейчас третий ряд. Мы сейчас посмотрим, как у нас будет выглядеть узор 1 лицевая, 1 изнаночная, так, и как будет выглядеть на этом всем прибавка. Начали. Так, значит, третий ряд узора, а так у нас здесь было 9, 10, 11 ряд работы. Так, 11 ряд работы, значит, вот эту снимаем петельку, вяжем 1 изнаночная, 1 лицевая на всех петлях. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот так. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Должны перейти на вторую ниточку. Значит, вот эта ниточка рыжая в белую сторону, белая в рыжую сторону, а затем поднимаем рыжую, чтобы ею вязать. Видите? Снова мы перекрестили наши нити. Так, по возможности сразу и моточек ставьте на ту сторону, чтобы они вам не путались. Значит, я продолжаю. Значит, во-первых, мне нужно здесь по рисунку, и я по рисунку себе так все подстроила, чтобы следующая была лицевая. Так, проверяем, значит, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Все супер, все сошлось. Значит, вот эта лицевая и следующая тоже лицевой. Тогда изнаночная, лицевая, изнаночная мы довязываем до маркера. Так, полностью чередуя лицевую
и изнаночную петельки. Так, лицевая, изнаночная. Прибавляем петельку с уклоном вправо. Лицевую петлю прибавить с уклоном вправо. Чтобы прибавить петлю вправо, левой спицей подхватываем ниточку из протяжки. Правая стенка находится сзади, левая спереди. Провязать лицевой за переднюю стенку. Вот так. Переснять маркер. Здесь вяжем по рисунку. Несмотря на то, что мы прибавили лицевую, по рисунку у нас лицевая. Так и вяжем. Лицевая, изнаночная, лицевая. Переснять маркер. Так, здесь мы также прибавляем лицевую петлю, только уже с уклоном влево. Для этого правой спицей подхватываем петельку из протяжки, так что правая стенка находится спереди, а левая сзади. Одеваем на левую спицу и лицевой провязать за заднюю стенку. Вот, до маркера прибавка была вправо, лицевая, изнаночная, лицевая, после маркера прибавка влево. Продолжаем вязать по рисунку. Вот это лицевой, значит следующая изнаночный. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вяжем все петельки рыжим цветом нити. Так, теперь здесь вот это белое со стороны рыжей. Вот, рыжую отправляем с белой стороны и тогда белую поднимаем вверх. Вот таким образом, видите, они перекрестились. Здесь мы тоже начинаем с лицевой. Последняя была лицевая, и здесь первая лицевой. Вот, лицевая, изнаночная, лицевая, до конца ряда довязываем. Предпоследняя изнаночная, кромку лицевой. Вот, это провязали 9 ряд, одновременно прибавив по одной петельке с каждой стороны от маркера. Работу поворачиваем. Следующий 10 ряд с изнаночной стороны. Значит, здесь снять петлю. Вяжем по рисунку 1 лицевая, 1 изнаночная. Все белые петельки. Вот так, лицевая и изнаночная. Затем рыжий цвет должен быть со стороны белого цвета, белый со стороны рыжего цвета, и рыжий поднимается вверх. Вот так, видите? А белый можно вот сюда отправить. Смотрите, вот так перекрестили, видите? 2 ниточки. И продолжаем вязать изнаночная, то есть изнаночная, с другой стороны изнаночная. Лицевая. Изнаночная, лицевая, все петельки рыжего цвета. Так, с изнаночной стороны прибавок не делаем, только в лицевых рядах. Значит, когда мы вот довяжем сейчас до маркера, вот здесь лицевая, перед маркером будет изнаночная, переснять маркер, после маркера также изнаночная, лицевая и изнаночная, переснять маркер, снова изнаночная. По рисунку их так и вяжете. Так, и остальные петельки лицевая, изнаночная довязываем. Так, вот довязываю я изнаночную рыжим цветом. Вот это сюда и это вверх. Таким образом, видите, перекрестили их. Продолжить вязать белым цветом нити. Изнаночная закончила, изнаночной начинаю. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Довязываем ряд до конца. Так, кромку тоже лицевой петлей. Вот готов 12 ряд. Видите, довязали. Так, дальше, со следующего ряда у нас рисунок начинается сначала, где все петельки лицевыми. Именно в этих рядах удобнее всего смещать рисунок. То есть вот так смещать, видите, как здесь. Вот раз, два, три. Значит, я буду смещать белую ниточку сюда. Раз, белую ниточку сюда. Так, чтобы белых петелек в каждые 4 ряда вязалось на одну петлю больше. Так,
Значит, 13 ряд у нас с лицевой стороны. Снять первую петлю. По рисунку все петельки вяжу лицевыми. Полностью белый цвет нити все лицевыми. Вот. И так как я смещаю узор на одну петлю, то следующую петлю оранжевым цветом нити тоже провязываю лицевой петлей. В это время рыжую ниточку мы стягиваем в белую сторону, белую в рыжую сторону и снова рыжую подхватываем к нам. Вот таким образом, видите, перекрестили. Продолжаю вязать лицевыми рыжим цветом. Здесь мы сместили на одну петельку. Значит, рыжим цветом довязываю до маркера. Прибавки выполняю в каждом лицевом ряду. Это лицевой ряд, значит, тоже выполняется прибавка. Вот. Выполняю прибавку с уклоном вправо. Левой спицы подхватить ниточку из протяжки. Так, лицевой провязываем за переднюю стеночку. Вот, прибавленная петля вправо. Переснять маркер. 3 лицевые. Переснять маркер. Прибавка с уклоном влево. Правой спицей подхватить, одеть на левую спицу, провязать лицевой за заднюю стенку. Дальше лицевыми рыжие петли я вяжу до последней петли. Так, у нас тоже здесь должно быть смещение. Поэтому до последней петли я довязываю вот рыжим цветом нить. Так, есть. Теперь рыжий цвет в белую сторону, белый цвет в рыжую сторону поднимаем вверх. Следующую петельку провязываю белым цветом нити. Вот. И дальше продолжаю довязывать все белым цветом нити до конца ряда. Таким образом, и с этой стороны узор сместив на одну петельку. Вот. Рыжую можно стянуть. Готово, видите? Так, значит, с изнаночной стороны так, снимаю первую петлю, вяжу все петельки лицевыми. Вот каждую петлю лицевой. Полностью белый цвет. Так, видите, здесь смещено на одну петлю, мы ее тоже провязываем лицевой. Затем беленькую вниз, рыженькую вверх. Вот так. И продолжить рыжим цветом нити. Все петельки лицевыми. Так, по центру просто переснимаем маркеры, так как прибавки выполняются только с лицевой стороны. Довязала до маркера лицевыми, снять маркер. 3 лицевых, переснять маркер. Продолжаю вязать лицевыми. Так, здесь вот довязала. Дальше рыженький цвет вниз, белый вверх. Вот так. Видите, перекрестила их. И лицевыми продолжаю вязать нитью белого цвета. Так, кромку лицевой. Вот готово. Значит, вот как смещение выглядит. Видите, смещать я буду на одну петлю в каждом 4-м ряду сейчас. Поэтому следующий у нас 15 ряд без смещения. Первую петлю снимаем, чередуем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая на всех петлях белого цвета. Так, здесь изнаночная. Затем, когда опускаем белую ниточку, то она должна опуститься вот в эту сторону, видите, в рыжую сторону. Белую ниточку опускаем, а рыжую поднимаем. Вот тоже мы их таким образом перекрестили, видите? Значит, здесь вяжется изнаночная, то есть изнаночная, вторая изнаночная. То, что я говорила, что узор зеркально идет.
Вот, изнаночная, изнаночная. Здесь была лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная. Я это попробовала на образцах. Один и второй вариант, просто первый вариант я распустила. Этот мне понравился намного больше, он получается аккуратно. Лицевая, изнаночная. Выполняем третью прибавку. Прибавка с уклоном вправо. Левой спицей подхватываем петельку, лицевой провязываем за переднюю стенку. Переснять маркер. Здесь обязательно по рисунку лицевая, изнаночная, лицевая. Переснять маркер. Прибавка с уклоном влево. Правой спицей подхватить, одеть на левую спицу, провязать лицевой за заднюю стеночку. Вот так. Видите, прибавка вправо, 3 петли, прибавка влево. Это третья прибавка. Всего таких мы рассчитали, что нужно сделать 8. Значит, продолжаем вязать по рисунку. Вот это лицевая, изнаночная, лицевая, следующая, значит, изнаночная. Всегда проверяйте узор, чтобы вы его не сместили. Иначе будет некрасиво. Значит, рыжим цветом довязываем все петельки рыжего цвета. Так вот, изнаночная. Теперь ниточки между собой менять. Рыжий цвет вниз, а вот этот вверх. Вот так, чтобы их перекрестить. Вот видите, рыжий сюда отправляется. Здесь изнаночную закончили, здесь изнаночную начинаем. Все зеркально. Вот можно всегда подтягивать ниточку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Довязываем. Это у нас был 15 ряд до конца. Так, кромку лицевой. Вот видите. Вот так. Так, разворачиваемся. 16 ряд с изнаночной стороны. Снять первую петлю. Вяжем лицевая, изнаночная. Петли белого цвета. Так, здесь лицевая. Теперь белый цвет вот так вниз в рыжую сторону, а рыжий поднять вверх. Закончили лицевой, значит начинаем лицевой. Это мы с изнаночной стороны. Так, вяжем все петельки рыжего цвета. Так, не забывайте, что когда вы довязали до серединки, здесь до маркера изнаночная, переснять маркер, после маркера изнаночная. Так по рисунку и вы вяжете центральный лицевой, до маркера изнаночная, переснять маркер, после маркера изнаночная. Так, довязываем рыжим цветом все петельки. Рыжая, лицевая, вниз, а вот эту вверх. И начинаем с зеркальной петли, то есть с лицевой. Довязываем все петельки. Так, вот это провязано 16 рядочков. Вот. Значит, здесь я продолжаю. 3 прибавки сделано, всего 8 прибавок. А здесь я продолжаю каждые 4 ряда смещать на одну петельку. То есть сейчас снова на одну петельку я смещу рисунок. Так, я показываю уже только вот этот первый ряд смещения, остальные вы самостоятельно довяжете. Здесь уже все понятно. Значит, первую петлю снимаем. У нас белым цветом нити я провязываю все петли абсолютно белые. Каждый раз на одну петельку больше у нас, каждые 4 ряда. Вот, и чтобы сместить на одну петлю, просто следующую провязываю лицевой. Вот. Ну, стяните, конечно, вот эту ниточку. Дальше их между собой перекрестить. Белую опустить, рыжую поднять, вот так. И продолжить вязать нитью рыжего цвета. Эти все лицевые. Не забывайте сделать прибавку и довязать до последней петли. Так, последнюю не довязываем, так как мы смещаем рисунок на одну петельку. Вниз рыжий цвет, вверх белый цвет. И довязываем лицевой уже новым цветом нити. Вот, и дальше лицевыми.
Не забывайте, что на рисунку одна лицевая, одна изнаночная, узор зеркален. То есть опять здесь я заканчиваю лицевой. Здесь было 2 изнаночных рядом, здесь будет 2 лицевые рядом. Перехожу на рыжий цвет и начинаю с лицевой. Вот это не забывайте. Если не знаете, какую провязать, смотрите внизу. Вот видите, как красиво идет переход. Значит, продолжайте. Пока вы здесь довяжете 8 прибавок, то здесь вы узор сместите на 4 петельки. Это и выполняем. Так, выполнила я 8 прибавок. На данный момент получив вот здесь 73 петельки. 4 раза одновременно сместила по одной петельке. Значит, так как мы начали с ряда лицевая и изнаночная, то закончила я рядом, видите, там, где все лицевые, туда и обратно, то есть на серединке раппорта. Дальше я вяжу прямым полотном. Здесь не выполняя ни прибавок, никаких, ни убавок. И здесь тоже прямым полотном, то есть не смещаю уже рисунок. Вот такие получаются полосочки. Очень красиво, когда 2 лицевые вместе. Вот видите, здесь, здесь. Так все на изнанке. Получается все очень аккуратно. Так, значит, я здесь поставила себе маркер, чтобы знать, откуда мерить. Ну, так, чтобы не вычислять постоянно вот этот свой первый ряд именно самого капюшона. Сейчас я довязала до высоты 12 сантиметров. На этой высоте я буду добавлять нитью белого цвета петельки, то есть смещать белую ниточку на оранжевую. Также в каждом 4-м ряду 4 петельки с каждой стороны. Значит, это как раз будут вот это расширение. Вот оно будет сейчас. Так, почему на такой высоте? Девочки, скажу честно, я полностью весь капюшон довязала, не делая вот этого. Померила, себе отметила, где я хочу именно, чтобы больше было белого цвета. Вот по мотках видно, что все связано и распущено снова. Видные моточки. Но так и вяжутся мастер-классы. Это что нельзя вычислить, то мы довязываем, меряем и перевязываем как лучше. Так что просто вяжите как я. Значит, смотрите, 4 раза мы смещаем петельку с каждой стороны в каждом 4-м ряду. Одновременно после 2 смещений, начиная с 3-го, будем делать убавку. Уже убавку вот этой верхней части. Здесь немножко петель, чтобы убавить. Угу. Так, ну смещение у нас делается все как здесь. Это именно в первом ряду из 4 рядов нашего раппорта. Снять петельку. Все белые выполняются лицевыми. Белые последние. И следующую петельку делаем смещение. Также делаю лицевой петлей. Дальше эту стянуть, эту подтянуть также. Вот, перекрестить. Вяжем нитью рыжего цвета до последней петли. Так, последнюю мы не провязываем рыжим цветом, а меняем цвета нити. Более стягиваем. Так. И провязываем уже белым цветом последнюю петельку. И остальные белым цветом. Ну, говорю, как здесь. Значит, я провязала. Дальше следующие 3 ряда просто по рисунку белый над белым, рыжий над рыжим. Следующие смещения выполнить. И с 3-м смещением уже будем вязать вместе убавки. Так, смотрите, на 2 петельки я уже сместила. Сейчас у нас высота. Так, высота чуть больше 14 сантиметров. Здесь, смотрите, дальше я буду еще до 2 смещать и одновременно делать убавки. Ну, убавку я обычно делаю здесь, но здесь и не нравится вам. Уже писали мне, что не нравится, когда здесь убавка получается слишком такой большой угол. Будем делать именно вот тут. Посмотрим, что из этого получится. Мы убавку спрячем на смещение петель. Угу. Должно быть красиво. Давайте. Значит, первый ряд, там где смещение, там и убавка. Убавку, кстати, тоже будем делать одну на 4 ряда. Снимаю петлю, все белые петельки вяжу лицевыми, смещаю на одну петлю, то есть вот эту я должна провязывать, но я провязываю ее вместе со следующей лицевой с уклоном влево. Переснять 2 петли, поверну правыми стеночками назад, вернуть обратно, провязываю вместе лицевой петлей. Вот так. Все, подтянуть. Вот.
Значит, дальше меняем цвет нити и уже оранжевым цветом продолжаю вязать все петельки лицевыми до последних 2 петель с другой стороны. Так, когда у нас с другой стороны останется 2 петельки, меняю цвет нити на белый и провязываю 2 вместе лицевой с уклоном вправо, уже нитью белого цвета, и довязываю лицевыми до конца ряда. Так, вот следующие 3 ряда мы вяжем все как ранее, то есть по рисунку, меняя цвет нити на тех самых местах, где положено, стягивая сильно концы, чтобы не было вот здесь дырочек, очень хорошо нужно стягивать. Вот так. И там и убавка, и смещение петли. Так, следующие 3 ряда. Одновременно в ряду, где мы вяжем одну лицевую, одну изнаночную, хорошо смотрите, что должна быть, какой должна быть петелька с этой стороны. Смотрите, здесь я закончила изнаночной, но здесь у нас вот эта лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть мы начинаем с лицевой петли. Таким образом у нас будет не 2 одинаковые, то есть изнаночная и лицевая. Следующая убавка это исправит, и тогда дальше будет все, как мы запланировали. Ну что ж, ради убавки придется вот это потерпеть. Так, довязываю я все петельки оранжевого цвета. На другой стороне то же самое, лицевая, изнаночная, лицевая. Меняем цвет, и здесь будет изнаночная. 2 концы подтянуть. Продолжаем вязать лицевая, изнаночная до конца. Так, с изнаночной стороны то же самое. Мы вяжем лицевая, изнаночная, лицевая белым цветом. Тогда перекрестить нити. И следующая по рисунку у нас изнаночная. Вот так здесь и так с той стороны. Вот, 3 ряда сверху провязала. Таким образом, 3-е смещение у нас вместе с убавкой. Также мы делаем и 4-е смещение вместе с убавкой. Поехали, снять петлю. Вяжем все петельки лицевыми. Лицевая, затем 2 вместе лицевой влево. Переснять 2 петли, повернуть правым стеночком назад, вернуть обратно. Вместе провязываем лицевой за заднюю стенку. Сменить цвет нити, стянуть края. И довязываем лицевыми до последних 2 петель рыжих цветов. Так, 2 петельки осталось, меняем цвет нити. Слева направо 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Оба концы стягиваем. И довязываем лицевыми до конца ряда. Затем сверху 3 ряда по рисунку. И теперь после этого смещения с убавкой у нас, смотрите, изнаночная, лицевая до рыжего цвета. И рыжий цвет также начинается с лицевой. То есть все у нас уравнялось. Так, довязываем все 3 ряда сверху. Так, смотрите, на данный момент у меня 4 раза сместилась петелька, и последние 2 это убавка. Дальше еще 2 убавки я выполняю, но уже не смещая вот эти петли. Так, для удобства я постоянно высоту свою показываю, чтобы вы сравнивали со своей. Значит, 17,5 сантиметров сейчас. Значит, дальше я, не смещая петельки, буду делать убавку. Убавку я планирую делать так. Вот эту петлю белую провязывать вместе лицевой с рыжей, убавляя рыжей, то есть белым цветом. Таким образом я не смещу петлю, а именно убавлю. Тоже в каждом 4-м ряду, то есть там, где мы лицевыми с лицевой стороны, затем 3 ряда сверху просто по рисунку. Первую петлю снимаем, вяжу белой нитью все лицевыми до последней петли. Так вот, последнюю я должна вместе провязать лицевой со следующей. Переснимаем их, поворачивая правым стеночком и назад, возвращаем обратно. Вместе лицевой за заднюю стенку и немножко стянуть. Таким образом, количество белых у нас не увеличилось, поэтому мы не сместили, мы не добавили белым цветом, а именно что убавили рыжим цветом. Меняем цвет нити, туго стягивая концы. Дальше вяжем рыжим цветом все петельки лицевыми до последней петли. Так вот, перед последней петлей мы меняем цвет нити, стянув хорошо концы, провязываем 2 вместе лицевой вправо.
тоже количество белых не увеличилось, а именно убавилось рыжие. И довязываем до конца лицевыми, плюс 3 ряда сверху по рисунку. И снова, когда чередуем лицевую и изнаночную, после первой убавки у нас будет лицевая до, а здесь изнаночная. Вот. После второй убавки будет 2 лицевые подряд. С этой лицевой тогда чередоваться. Так, вот, смотрите. Еще дважды я провязала убавку без смещения петли. Вот видите? 4 раза смещение петли. Начиная отсюда 4 раза убавки. Так, значит, сейчас у нас высота, ну, практически конечная. То есть у меня 21 сантиметр должен быть. Вот сейчас почти 20,5. Дальше смотрите, как я должна закончить капюшон. Значит, еще раз. Такой капюшон стандартный у нас бы как вязался. Вот этот прямоугольник фактически, что мы связали, вот он. Так. Мы бы разделили на 3 части и вязали только третью часть. Вот так поворотными рядами, одновременно соединяя по 2 вместе лицевой. То есть вот эту часть 2 вместе, 2 вместе, 2 вместе. То есть вот так у нас бы была выкройка, правильно? И таким образом вот так бы сложили капюшон. Вот. Если бы, конечно же, все рыжего цвета. Но у нас вот этот капюшон, вот еще раз наш прямоугольник. И мы должны вот эту часть вот так провязать фактически. Во-первых, не третья, а чуть больше здесь. И вот так, треугольником. Если мы треугольником просто будем соединять вот так вместе, то у нас в итоге вот эта окружность слишком маленькая получится. Поэтому одновременно вот здесь по краях я хочу вот так короткими рядами добавить петельки. Сначала связать белую часть одну, белую часть вторую, а затем оранжевую часть одновременно также соединяя. Вот такой вариант капюшона у нас. Так, для этого я вяжу только сначала одну часть. Значит, вяжу каждый раз, сначала провязывая все петли, а затем каждый раз не довязывая по 4 петли. Вот раз, 4, 2, так, 3, 4, ну и все фактически. 5. Значит, всего у нас белых петелек 21. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Будет немножко, буквально у нас возвышение сюда. Итак, первый ряд снимаю петлю, все петли белого цвета лицевыми. Смотрите, я не сразу не довязываю 4 петли, а вяжу именно все туда-обратно, а затем буду не довязывать 4 петли, потому что мне как раз вот эти 2 ряда туда и обратно на всех петлях нужны для полной высоты, для высоты 21 сантиметра, мне там 20,5 было. И тогда вот эти 2 ряда еще нам добавят по сантиметра, ведь будут провязываться все петли. Добавить в высоту и одновременно уже в эту сторону направит. Так. Теперь беру маркер. Первую петлю снимаем. 3 вяжем по узору. 1, 2, 3. Ставлю маркер. Таким образом я отложила 4 петельки. Довязываю лицевыми до конца ряда. Так, кромку. Вот, видите, только белым цветом мы провязываем. Работу снова поворачиваем. Третий короткий ряд. Снимаю петлю. Вязать 1 изнаночная, 1 лицевая на всех петельках до маркера. Так вот, изнаночная, лицевая. Не довязываем последние 4 петли. Работу поворачиваем. Забрать маркер. Вяжем 1 снять, лицевая, изнаночная, лицевая. Ставим маркер. Снова, видите, первая четверка, вторая четверка отложили. И довязываем до конца резиночкой. Так, работу разворачиваем. С лицевой стороны
снять петельку. Все петли выполняем лицевыми до маркера. Вот так. Маркер забираем, работу разворачиваем. С изнаночной стороны снять петлю, 3 лицевые, поставить маркер, довязываем лицевыми. Вот снова я сместила на 4 петельки. Снять маркер. И так продолжаем, пока не останется у нас 5 петелек. Так, вот довязала, забираем маркер, трижды уже оставляла петельки. Повернуть вязание, снять петлю, лицевая, изнаночная, лицевая, ставим маркер, вот следующие 4, осталось 5 петель, провязываем их по рисунку. Вот, еще осталось 2 ряда. Снимаю первую петельку, вяжу лицевыми до маркера, забираю маркер, разворачиваю, снять петлю и также все лицевыми. Вот. Так, что у нас? Вот дополнительно, видите, вот отсюда. Вот, буквально 2 сантиметра разница. Много разницы здесь не нужно делать, иначе слишком широк будет капюшон. А вот так чуть-чуть, именно мы здесь убавим, здесь чуть-чуть добавили, и будет просто супер. И здесь мы тоже по чуть-чуть будем убавлять с каждой стороны, оставляя центральные петельки. Так, дальше смотрите, чтобы было удобнее провязывать по 2 вместе, очень хорошо бы эти петли тоже провязать один раз оранжевым цветом нити. Смотрите, так как у меня вот здесь очень уже короткий конец, но несколько рядов буквально останется, то я вот эти петельки провяжу новым моточком. Здесь оставлю ниточку и уже ею буду вязать, когда приступлю к серединке. Мне просто нужно, чтобы вот эти все петельки были оранжевыми, тогда будет красивее наш вот этот верхний край. Значит, включая последнюю петлю, поэтому последнюю кромку снимаю. Вместо того, чтобы, видите, спустила на ряд ниже и провязала этот ряд рыжим цветом, вместо того, чтобы просто снять. Вот видите, чтобы она у меня была рыженькая. Все остальные петли также вывязываю лицевыми. Так, смотрите, вот здесь у нас, видите, такое отверстие, чтобы его не было. Петлю нижнего ряда поднимаем на левую спицу и провязываем 2 вместе лицевой, подтягивая таким образом петельки. Вот снова 3 обычные лицевые. Следующую подхватываем петлю нижнего ряда и провязываем как 2 вместе лицевой. Это когда мы поворачивали вязание, видите, у нас такие отверстия получались. Вот, чтобы их не было, так и вяжем. Вот. Снова подхватить, вернуть 2 вместе лицевой. Так, подхватываем, возвращаем 2 вместе лицевой. Вот так, видите? Просто чтобы вместо этих петельки было рыжий. Если у вас вот эта нормальная ниточка, этим кусочком вы провязали и ниточку вот эту отрезаете. Я отрезаю вот эту ниточку, так как она у меня короче. Этот хвостик я использую, чтобы также провязать вот эти петельки с другой стороны. А так вам просто нужно 2 кусочка рыжего цвета. А вот эту ниточку использую уже, чтобы вязать вот эти все петли. Значит, сейчас мы должны добраться вот сюда. Поэтому петли рыжего цвета я пока переснимаю не провязанными. Рыжим цветом будем вязать уже когда короткие ряды все провязаны будут. Значит, теперь вот эту сторону все то же самое. Вот наша ниточка. Начинаем с того, что мы вяжем первые 4 петли. 1, 2, 3 и 4. И здесь ставим маркер.
довязываем все петли лицевыми. Так, вот довязала. Дальше каждый раз буду довязывать с изнаночной стороны по рисунку до маркера. Вот снять петлю, все петельки выполняем лицевыми до маркера. Вот, все, что за маркером, мы не вяжем, работу поворачиваем. Каждый раз с лицевой стороны снимаем маркер, первую тоже снимаем, вяжем по рисунку. Это лицевая, изнаночная, лицевая, начинаем, значит, с изнаночной. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот 4 петельки, включая снятую, ставим маркер и тогда только довязываем петли до конца ряда. Все, как мы делали здесь. Так, поворотными рядами, пока не останется 5 петель. Так, когда у нас отмечено уже только 5 петелек, поворачиваем, снимаем, вяжем лицевая, изнаночная, ну, у меня по рисунку, до маркера, забрать маркер, поворачиваем, снимаем петлю, так, и выполняем лицевыми все петли, что остались. Вот так, видите? Тоже провязано. Теперь берем оставшийся кусочек оранжевого цвета в обратную сторону, сюда я их вяжу так, чтобы петельки с лицевой стороны были лицевыми, значит с изнаночной стороны я их провяжу просто изнаночными для удобства. Нам обязательно нужно, чтобы на спицах были не белые, а именно что оранжевые петли. Так, включая крайнюю петлю по этому кромку, перевязываю на оранжевый цвет нити. Вот. Все вяжу изнаночными. Так, стянем. Вот, изнаночная. Место поворота. Нижнюю петельку ряда подхватываем на левую спицу, провязываем 2 вместе изнаночной. Снова 3 изнаночных. Место поворота. Подхватить нижнюю петельку, одеть на левую спицу, 2 вместе изнаночной. Так, все белые петли. Вот. Вот это. Так, и довязываем еще 4 изнаночных петельки. Все, остатки отрезать. Значит, смотрите, белые ниточки тоже можно уже отрезать. Я оставляю, потому что у меня этот вариант, я его трижды перевязывала уже. И это, ну, если точно бы знала, что это конечный вариант, я бы уже, наверное, отрезала. Но на всякий случай я оставляю. Кто уже видел мой финал, да, конечный вариант, что получилось, вы уверены уже со мной, то можете отрезать. Так, смотрите, что получилось у меня. Вот здесь видите рыжие петельки. Таким образом, когда мы крайние будем провязывать вместе с этими, у нас будет красиво. Так, нам нужно как-то разделить эти петли. Я буду ставить маркеры, но маркеры не между вот этими петлями должны быть маркер. Но так как мне нужно будет постоянно делать убавку, переснимать маркер, то я по одной отдам. Вот раз, одну петельку, видите, туда к белым, бывшим белым. И с второй стороны вот эту петельку туда к белым. Так, и вернуться мне нужно сюда, ведь эти петельки у меня не провязаны. Значит, здесь вот остался хвостик. И эти петли я все переснимаю обратно. Так, значит, работаю дальше я так. В конце каждого ряда последнюю петлю я провязываю вместе лицевой со следующей петлей, которая была из белых. В конце лицевого ряда с этой стороны, в конце изнаночного ряда с той стороны. Одновременно раз на 4 ряда я делаю убавку в центре. Как всегда, я на лицевые петли, сейчас лицевыми, так узоры. Вот на этот ряд я сделаю убавку. То есть здесь 2 вместе, здесь 2 вместе. Так, перекрестить вот эти ниточки, чтобы потянуть петлю. Первую я пока провязываю лицевой, дальше буду ее снимать. Одной перешла на другую ниточку. Значит, начинаем после первой с убавки с уклоном вправо. Слева направо 2 петли провязать вместе лицевой петлей. Дальше все петельки выполнять лицевыми петлями до последних 3 петель.
Так, последних 3 петель это у нас на рыжей стороне, то есть до последних 2 до маркера и 1 дальше. Так, нужно писать до последних 2 перед маркером. Здесь делаем убавку влево, переснять 2 петли, повернуть правыми стеночками назад, вернуть обратно, вместе провязать лицевой за заднюю стеночку до маркера. Это мы убавили вот эти петли. Переснять маркер. Теперь каждую петлю последнюю рыжего цвета будем в конце ряда делать убавку с петлей белого цвета. Перекрестим вот эти ниточки и 2 вместе лицевой влево провяжем. Снять петлю, следующую провязываем лицевой, накинуть снятую петлю на провязанную. Это то же самое, 2 вместе лицевой влево. Вот, подтянула и стянула ниточки. Остальные петли мы не провязываем, работу поворачиваем. Так. С изнаночной стороны снять петлю, переснять маркер. По рисунку вяжем, узор сохраняем до последнего, поэтому я все петельки выполняю лицевыми до последней петли. Или до маркера, правильно сказать, это последняя петля у меня с той стороны маркера. Переснять маркер. С этой стороны провязываем по 2 вместе изнаночной. Последнюю петлю рыжего цвета с петлей, что когда-то было белым цветом. Вот так, 2 вместе изнаночной петлей. Разворачиваем вязание. Так, мы снова с лицевой стороны. Первую петельку снять, стянуть, переснять маркер. Убавки делаем в каждом 4-м ряду, раз на 4 ряда. Поэтому, когда мы вяжем лицевая, изнаночная, убавки не делается. Смотрите, вот это лицевая, изнаночная, лицевая. Значит, начинаем с лицевой. Итак, вяжем 1 лицевая, 1 изнаночная до маркера. Так, лицевая перед маркером. Переснять маркер. 2 вместе лицевой с уклоном влево. Снять петлю 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную. 4-й ряд с изнаночной стороны. Снять первую петлю, переснять маркер. Вяжем изнаночная, лицевая до маркера. Переснять маркер. Провязать 2 вместе изнаночной петлей. Туго стягивайте здесь, хорошо. Повернуть вязание. Значит, мы провязали 1 раппорт 4 ряда. За 4 ряда мы по 2 петельки белого цвета бывшего убавили. И здесь по 1 с каждой стороны. Эти 4 ряда повторяем. То есть дальше снять петлю, переснять маркер. Снова убавка на вот этих петлях. 2 вместе лицевой с уклоном вправо вяжем. Все петли лицевыми до последних 2 петель перед маркером. Вот 2 петли осталось. Убавка влево. Снять петлю 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную перед маркером. Переснять маркер. Еще раз убавка влево. Так, здесь уже так снимаем. 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную. Вот. Все, поворачиваем, все. Здесь без убавок. Вот убавка в конце. И так продолжаем повторять вот эти 4 ряда. Так, смотрите, у меня здесь осталось 5 петель, по центру 3 и по 1 с каждой стороны от маркера. Так, значит, первую петлю снимаем маркер, сейчас должно быть убавка. Провязываем 3 вместе, слева направо первые 2 снимаем, 3-ю провязываю лицевой, 2 снятые набрасываю на провязанную. Вот так. Переснять маркер. Здесь снять петлю, 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную. Так, работу поворачиваем. С изнаночной стороны снять петлю. Так, забираю у меня маркер, 1 петля между ними осталась. Значит, провязан ее лицевой, а не изнаночной. Так, забираю 2-й маркер, 2 вместе изнаночной. Так, работу поворачиваем. Эти петельки назад, ниточку здесь стянуть. Вот. Далее снять петлю. Это лицевой провязывается. 2 вместе лицевой снять. 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную. Так, 1 петля с этой стороны осталась. На изнанке снимаю петлю. Так. 1 изнаночная теперь верно и 2 вместе изнаночной петлей.
Вот по одной петли осталось. Так, по центру всего 3 петли осталось. Значит, следующий ряд как раз запланирована убавка. Делаем это все так. Первую петлю снимаем, а дальше центральную петлю убавки и ту, что должны убавить, провязываем вместе лицевой. Слева направо первую снять, третью куда растянули, тянем назад, провяжем лицевой петлей. Вот 2 снятые, набросить на провязанную. Вот так, видите? Все, по центру осталось 2 плюс 1 сбоку. Вот разворачиваем, снять петлю, 2 вместе изнаночной петлей, накинуть снятую петлю на провязанную. Вот так. Все убавили, видите? Так, последнюю петельку я зафиксирую и посмотрю, что вышло, чтобы знать, можно ли нам отрезать вот эти все ниточки. Вот конец. Сейчас у нас будет еще обвязка, поэтому вот это все еще у нас как-то сделаем покрасивее. Вот эти ниточки нужно стянуть, вот эти нужно стянуть, одну и вторую. У нас получилось, ну, примерно тот капюшон, который мы себе планировали. Обязательно, если у вас возможность есть померить, то померите. Так, далее нам нужно связать, выполнить обвязку капюшона и выполнить ушки. И то мы делаем до рукавов, так как мы на ушки больше нужно именно белого цвета. И этого на рукава можно все что угодно. Значит, вот эти все нити я обрезаю, все абсолютно. Обвязку мы будем все равно делать сначала. Значит, и сразу, чтобы все было красиво, абсолютно все ниточки, которые осталось у нас у капюшона, мне нужно спрятать. Все прячу в изнаночную сторону, все подтягиваю. Вот так. Каждую отдельно и желательно в свой цвет. То есть белую я между белыми ниточками буду прятать, оранжевые между оранжевыми. Вот так все крючком, повторяя петельки нижнего ряда. Так, спицы беру на размер меньше. Значит, если вязала 5, то теперь 4,5. Белой ниточкой набираю петельки вдоль кромок. Вот так. Значит, вот кромочные. 1, 2, 3, видите? Вот за 2 стеночки подхватываю петельку. Вот с каждой кромки я набираю по 1 петли. Легко, быстро. Вот так. Вот так. Из центра здесь мне нужно также вытащить петлю, и легче это будет сделать крючком, так как я все очень сильно затянула здесь. Видите? Еще так, чтобы не повредить петельки, вот крючком. Вот. Проверить, сколько вот в эту сторону поднято петель, столько же поднять в другую сторону. Так, у меня получилось 39 до центральной, 39 после, плюс центральные, это 79 петелек вот всего. Так, значит, теперь буду вязать просто лицевой гладью поворотными рядами, начиная с изнаночной стороны. Значит, снять первую петлю, все петли выполнять изнаночными петлями. И так до конца ряда мы с изнаночной стороны. Довязываю ряд изнаночными. И кромку тоже изнаночной. И обязательно стянуть ниточку в конце. Вот так. Работу поворачиваем. С лицевой стороны у наш второй ряд. Первую петлю снять. И все петельки выполняем лицевыми для лицевой глади. Вот так лицевыми довязываю полностью ряд до конца.
Так, довязываем лицевыми, включая кромку. Вот, работу разворачиваем. Значит, продолжая вязать лицевой гладью, я примерно посчитала, что нужно около 7 рядов. Вот, снимаем петлю и все изнаночными и так далее. Это у нас 3-й ряд с изнаночной стороны. Значит, вот так выглядит моя лицевая гладь. Вот с этой стороны показываю. Все, видите, как аккуратненько у нас. Значит, длина получается, это 7 рядов плюс набор, 2,5 сантиметра. И мы вот так завернем, чтобы обвязка была примерно к сантиметру. Значит, теперь берем крючок, беру номер 4. Так, с лицевой стороны нужно нам вводить крючок под петельками. Вот петля, жук, вот здесь под петлей. Кромка, поэтому я где-то вот здесь под кромкой. Вот так ввожу крючок. Затем снимаю петлю со спицы раз, подхватываю рабочую ниточку, провожу через петлю и затем в то место, откуда ввела. В следующую петельку, вот петля, сюда, видите, ввожу крючок. Обязательно с изнаночной стороны крючок должен вводиться под вот этой ниточкой лицевых петель, под вот этой строчкой. Так, вот этот хвостик мы потом спрячем. Значит, я снимаю петельку со спиц, подхватываю рабочую ниточку, провязываю раз, два и через петлю на крючке. Следующее, ввожу крючок, снимаю петельку со спиц, подхватываю, вывожу, провязываю воздушную петельку. И так полностью все петли по одной. Я и петли закрываю, и все вот соединяю сразу. Раз, два, три. Так, видите, здесь вот такая строчка получается. На изнанке вот так получается. Так, каждая следующая петля. Так, очень важно правильно сделать здесь. Но крючком я сюда не помещаюсь, поэтому для этого момента я возьму крючок поменьше. Вот, вот, вот так. И вот так. Вот видите, чтобы тоже было все красиво. Так, и дальше. Вот здесь снимаю петлю, подхватываю рабочую ниточку и прошиваю, провязываю. Раз, два, три и вот так 4. Следующую. И так дальше. Здесь вот так расправляю, видите, красиво аккуратная цепочка. И здесь тоже все красиво и аккуратно. Так, вот предпоследнюю петлю, раз, два, подхватываю, провязываю. Так, и последнюю петлю, раз, два, и провязать. Вот. Так, теперь этот конец нити куда-то нужно отправить. На изнанку вот так отправляем, чтобы никому не мешал. Вот сюда. И здесь уже фиксируем. Остатки обрезать. И спрятать можно прям вот сюда, в этот манжетик. Кстати, вот эти петли, вот я себе пока вот здесь прошивала, тоже думала, что я могла прям сюда и спрятать. А я так тщательно прятала в капюшон. Ну что уже поделаешь. Значит, меньшим крючком я вот сюда подхватываю и сюда прячу вот этот конец. Так, на данный момент капюшончик выглядит вот так. И на голове вот так.